Привет, друзья! Добро пожаловать на канал! В этом видео приготовим пряничное тесто и сделаем заснеженный пряничный домик. Шаблон домика, который использовала я, можно найти по ссылке в моей группе, или используйте любой другой, который сможете найти в интернете. Итак, приступаем к тесту. Кастрюлю со сливочным маслом, сахаром и медом ставим на плиту. Растворяем ингредиенты и доводим содержимое до кипения. В отдельную емкость просеиваем все сухие ингредиенты и хорошо перемешиваем. Я добавила также какао для более насыщенного цвета и аромата теста, но его можно заменить мукой. Когда медово-масляная смесь закипела, выключаем нагрев, перемешиваем до однородности и выливаем к сухим ингредиентам. Добавляем яйцо и перемешиваем сначала лопаткой, а затем рукой. Далее добавляем холодное молоко и снова перемешиваем лопаткой, пока тесто не впитает все молоко. Перекладываем тесто на пищевую пленку, слегка обминаем его с помощью той же пленки, заворачиваем и убираем в холодильник на 6-7 часов. Когда тесто готово к работе, разогреваем духовку до 170 градусов, режим вверх-вниз без конвекции. Для удобства делим тесто на две части, берем одну из них и раскатываем пласт толщиной 3-5 мм между двумя листами пекарской бумаги. Снимаем верхний лист, подкладываем под нижний доску и вырезаем по шаблону детали домика. Затем выпекаем наши заготовки в течение 7-8 минут. Нам также понадобится основание для домика. Его вырезаем либо с помощью кулинарного кольца, либо можно обвести низ формы подходящего диаметра. Я использовала дно от формы диаметром 14 см. Данного количества теста хватит на 2 небольших домика и останется еще немного для печенья. Если после выпечки окошки стали менее заметными, их можно подрезать на еще горячих деталях. После выпечки перекладываем заготовку на одну доску, а сверху кладем другую, потяжелее, чтобы детали были максимально ровными. При необходимости можно подровнять края заготовок ножом или немного потереть их на мелкой терке. Для сборки и декорирования домика нам понадобится айсинг. В видео я использую сухой, но также можно его приготовить из сырого куриного белка.
Рецепт вы найдете под видео. Просеиваем айсинг, добавляем воду и на минимальной скорости миксера взбиваем массу до твердых пиков. Перекладываем в кондитерский мешок и приступаем к сборке домика. Я распределяю айсинг по стенкам пальцами. Если же делаете на заказ, то, конечно, лучше использовать кисть с искусственным ворсом, мастихин или чайную ложку, например. Домик мы собрали, сделаем к нему сосульки из изомальта. Тонкой струйкой наливаем растопленный изомальт на силиконовый коврик и после застывания разламываем на кусочки. Чтобы заострить край, можно на секунду поднести кусочек изомальта к горелке, он подплавится, после чего можно будет потянуть за этот край, тем самым заострить нашу сосульку. Для декорирования нам также понадобится сахарный песок и вода. Окунаем кисть в воду, убираем лишнее, проходимся по стенке домика и затем посыпаем сахаром. Далее крепим козырек. Наносим несколько полосок айсинга и мокрой кистью распределяем его по крыше. Сверху посыпаем сахаром.
Также покрываем сахаром и заднюю стенку. Замазываем места склейки и декорируем крышу. Кистью или мастихином придаем желаемую форму снега. Крепим сосульки. Затем декорируем основание. В некоторых местах распределяем айсинг мокрой кистью и сверху посыпаем сахаром. Ну что, наш домик готов. Степень заснеженности, конечно же, делайте на свой вкус. Кому-то захочется больше, кому-то меньше. Можно также залить окна изомальтом для имитации стекла, а вовнутрь домика положить светодиодную лампочку или чайную свечу. Будет смотреться очень эффектно. Крепим домик к торту на ганаш или растопленный шоколад. Швы между домиком и тортом с подложкой можно заполнить остатками айсинга. Вот такой тортик в итоге получился, друзья. Как вы могли убедиться, ничего сложного тут нет. Рецепт самого торта можно найти также на моем канале. Ну а я желаю всем вам творческих успехов и шикарных тортов. Вопросы, как всегда, можно задать в комментариях. На этом я не прощаюсь. Скоро увидимся в новом видео.